Всем привет, танковая братва! Как ваши дела? Как настроение и самочувствие? Запаслись печеньками, бутербродами, чаем и кофе? Ну тогда самое время не забыть подписаться на канал, прожать колокольчик и лупануть лайкос. Потому что видео действительно классное, достойное и полезное. На фоне будут мои бои после битвы блогеров 2021, которая была интересной и сожгла немало задних мест и сломала немало копий. Свое мнение высказал в итоговом видео. Можешь соглашаться с ним, можешь нет, но подсказка с ссылкой на видео уже в твоем правом верхнем углу. Сегодня же пойдет речь о читах вот, среди статистов, которые они используют абсолютно легально, и я тебе расскажу, как это сделать. И да, есть легальные читы в World of Tanks, их всего 5, но о каждом подробнее дальше. Если будешь и ты их использовать, эти читы, процент побед вырастет до 55, я тебе гарантирую. На самом деле, каждый статист использует эти читы неосознанно. Для него это норма жизни, но самый главный чит, который есть в нашей игре, это маленький квадратик, который находится в правом нижнем углу окна игры. О да, это мини-карта, мой друг. Именно она может позволить тебе быстро среагировать на изменения ситуации на поле боя. Именно она покажет изменения в положении танков, а значит и шансов застать тебя врасплох будет меньше. И первое, что тебе нужно, это увеличить ее размер. Так как большинство играет на мониторах с разрешением 1920 на 1080, то есть Full HD, по статистике от VG, то тебе необходимо нажать на кнопку плюс 3 раза. Посмотри, сразу стало больше информации на ней. Теперь не надо брать лупу и разглядывать, что же там происходит, что там за точки двигаются. Также смотри, какой момент. Те танки, которые в зоне твоей видимости, они подсвечиваются яркими цветами, а те, которые отсветились, более бледными цветами. Если квадратик исчез, это значит танк либо убили, либо он засветился в другом месте. И опять же, при таком масштабе мини-карты ты видишь рельеф и понимаешь, стоит ли вертеть башней во вновь засветившийся танк. Также при таком масштабе ты видишь ее периферийным зрением, ну или боковым, как хочешь так и называй. А значит не отвлекаешься вообще от основных баталий. В общем, мини-карта это очень важный чит в игре статистов. Пользуйся им, ведь совет бесплатный, а для тебя бесценный. Мини-карта, правильно настроенная, увеличивает процент побед, и это 100%. И вот мы подошли плавно ко второму читу. Второй чит, и я его уже называл, это периферийное зрение. И это действительно крайне важно. Если у тебя его нет или развито слабо, надо над этим поработать. Потому что таким образом ты разовьешь его и мозг. В твою голову будет поступать больше информации, и мозгу придется ее обрабатывать. А если он будет работать, он будет развиваться. И значит твой скилл и твое читерство будут лучше. Что же касается самого периферийного зрения, то тут все просто. Большинство игроков видят мишень и все. Ну или небольшую часть вокруг нее, а это, дай бог, 5-я часть монитора, а значит всего лишь 5-я часть всей информации, что у тебя есть. Вспомни, сколько раз бывало такое, что играешь и оп, и ты остался один, совсем один, последний, а все почему? Потому что ты был сосредоточен на своей игре, конкретной точке и даже на мини-карту не отвлекался. Если бы оно было развито, периферийное зрение, ты бы видел, как отлетают союзники по ушам команд, по мини-карте и надписи над ней о том, кто кого убил, а в нужный момент судорожно не искал, кто живой из врагов, а кто нет. Поэтому данный аспект крайне важен, и его необходимо развивать. Благодаря ему, этому читу, ты сможешь видеть и замечать, что где-то на заднем фоне упало дерево, а значит, что там кто-то есть. А это значит, что можно кинуть блайнд, предположить, кто там может быть, и понять, что пока туда суваться не стоит. Это плюс к твоему выживанию, а значит и к победам. Победить можно только на выжившем танке. Вот так вот. Периферийное зрение. Прекрасный чит. Третий чит, которым пользуются статисты, это посадка за компьютером. Как бы это банально не звучало, но это действительно очень важно. И тут речь идет даже не столько об удобстве.
и комфорте, что само собой должно быть. Если сидишь неудобно, скрючено, то естественно ни о каком результате думать нельзя. Вопрос о том, что ты покупаешь себе монитор на 27 дюймов, а был до этого 21 дюйм. Ставишь на то же место, и вроде бы разрешение лучше, картинка и отклик стали четче, и вообще все супер, а результат не растет. Лучше от этой покупки не стало. А все почему? Все очень просто. Чем больше монитор, тем дальше ты должен от него сидеть. И это перекликается с прошлым читом, потому что если у тебя развито периферийное зрение, если угол твоего обзора огромен, но ты сидишь неправильно, ты не сможешь увидеть всю область монитора. Плюс если монитор большой, и ты сидишь слишком близко, у тебя будет болеть шея или будут зажиматься нервные окончания в шейном отделе. И кроме как головной боли, остеохондроза ты не получишь ничего. Именно поэтому сидеть необходимо на достаточном расстоянии, так чтобы ты мог видеть весь монитор целиком. Только так ты сможешь использовать его на 100%. Только так ты сможешь видеть всю информацию, что есть на нем. Какие-либо советы давать здесь тяжело, потому что у тебя свой монитор, у меня свой. Просто тут необходимо потратить немного времени и поэкспериментировать. Поверь, время, потраченное на это, даст тебе прирост в твоем КПД в мире танков. Четвертый чит – это звук. И речь тут не о качестве его, а о тех настройках, которые ты используешь. Часто замечал такое, что многие просто игнорируют эту вкладку, а в итоге получается какофония из всего, что есть в игре. И тут в первую очередь необходимо убрать все озвучки, которыми ты пользуешься, в игре и в модах. Убери музыку во время боя, поставь голосовые уведомления тише, звуки спецэффектов так, чтобы они не били по ушам. Окружающий мир вытяни максимально. Звук двигателя еле слышный сделай, и тогда ты сможешь слышать, как ломаются заборчики от подъезжающих танков, а значит врасплох тебя застать тяжело, и это работает. Сам неоднократно этим пользовался и в жизни бы не поверил, но работает. Попробуй и увидишь сам. Пятый чит – это вообще печальное дело, гиблое, он сложен и непонятен. Все статисты, абсолютно все, знают математику и умеют считать до 35. Спросишь, почему до 35? Да больше не надо, больше КД у нас просто нету. В принципе, больше не надо. Арту запоминать не обязательно. А зачем? Да все просто, ты светишься, 10 секунд отчитать. Плюс 4 секунды благодаря новому оборудованию надо. Танк противника отстрелялся, зная его КД и просчитывая каждую секунду, ты можешь выехать и дать ему шот, точно зная, что он не успеет выстрелить в тебя. Зная математику, ты можешь посчитать, сколько выстрелов сделал из барабана танк и спрогнозировать, сколько надо выстрелов и времени, чтобы забрать или не забрать его, пока он на перезарядке. На начальном этапе такое можно. Нет, слушай, друг. Нужно делать вслух, и пусть тебя считают идиотом твои друзья. Но потом ты будешь смеяться над уровнем их игры. И вроде бы звучит бредово, но блин, это работает. А самое главное, знаешь, друг, если ты спросишь у любого танкового блогера или статиста World of Tanks, так ли это, скорее всего на первую секунду-две он задумается и подтвердит. Потому что они, эти проклятые статисты, делают это неосознанно, уже на автомате, по привычке. И для того, чтобы это снова осознать и подтвердить, нужно время. Как раз эти 1-2 секунды. Только каждый из них добавит еще один чит. И это опыт. Только с ним можно все это реализовать в стабильный и хороший результат. Именно с опытом ты запомнишь все КД всех танков, все зоны пробития, и тебе не нужны будут никакие читы, никакие моды. Ты и так будешь все это видеть сам. А теперь, дружище, напиши в комментариях, что думаешь по поводу этих читов, какими пользуешься сам и какие бы хотел развить у себя. Не забудь подписаться на канал, прожать колокольчик, лайкос поставить. Ведь если ты досмотрел до этого момента, значит видео тебе понравилось, значит оно тебя заинтересовало. Поэтому не ленись, подпишись. А я с тобой поделюсь о том, что я хотел бы улучшить. И прежде всего это периферийное зрение. Это то, чего мне реально не хватает. Я зачастую отвлекаюсь на мини-карту, перевожу взгляд. Также у меня происходит с ушами команды. Ну и плюс посадка.
Но посадка местом жительства пока ограничивается, поэтому с этим я сделать ничего, к сожалению, не могу. Но периферийное зрение я буду улучшать 100%. Если найду какие-то интересные программы, курсы, я обязательно тебе дам знать об этом. А на сегодня у меня все. Пока-пока и жди новых интересных читов. И поверь, они есть у меня для тебя. Пока!